Красивый, ухоженный персиковый кот появился во дворе многоэтажного дома около 2 лет назад. Скромный, пугливый котик сидел, вжавшись в асфальт, прижав уши и вздрагивая от шума. Новенького сразу заметила женщина, кормившая кошек в этом доме. Понимая, что кот не подойдет ко всем за едой, она начала кормить его отдельно, в сторонке. Рыжик был явно домашним котом, он боялся подвальных окошек и передвигался ползком по улице, стараясь при каждом удобном случае забежать в подъезд. Коту оборудовали теплый уголок в помещении для хранения рабочего инвентаря для дворников, и жизнь Рыжика стала более-менее стабильной и спокойной. Сколько времени нужно живому существу, чтобы из домашнего стать бездомным? Недели, чтобы потерять свой лоск и ухоженность, и всего пару дней, чтобы потерять надежду в глазах. Глаза Рыжика всегда были печальны. Каждый раз он садился на колени к своей кормилице и мурчал изо всех сил, вспоминая свой дом и надеясь вновь оказать на теплой кухне с родным человеком. И каждый раз женщина уходила домой со слезами на глазах, потому что из-за своих обстоятельств не могла забрать кота домой. Рыжик не был кастрирован, возможно, поэтому и оказался на улице в достаточно юном возрасте, пометив мебель или что-то еще в доме. Так сложилось, что кошки во дворе были стерильны, и рыжий бродяга нашел себе подругу в соседнем дворе. Он частенько недоедал свою еду и уносил в зубах в тот самый двор, который находился через проезжую часть с достаточно оживленным движением. В этом году, в рождественский сочельник, после котоужина Рыжик, как обычно, побежал куда-то с куриной головой в зубах. Какое-то странное предчувствие было у кормилицы, она пыталась его окликнуть и вернуть, но котей целенаправленно шел по своим делам. Утром на кормежку он не пришел. А вечером того же дня, когда Рыжик не появился на ужин, стало ясно, что случилась беда. Начались поиски. Женщина обошла все соседние дворы и подвалы домов. Изо дня в день она искала любимца, но кот, казалось, исчез бесследно. Спустя неделю, сидя дома, женщина услышала какие-то крики в подъезде. Она выскочила на площадку и увидела, как по лестнице к ней поднимается ее Рыжик. Худой, изможденный, поджимая какое-то месиво вместо задней лапы, он шел к ней, вскрикивая от каждого подъема на ступеньки. Хвост его висел безжизненно. Женщина обратилась к волонтерам за помощью. В тот же день Рыжика отвезли в клинику. Вскоре нашлись и свидетели, которые видели, как кота стукнула машина, но кот быстро юркнул в ближайший двор и рассмотреть его не удалось. В назначенный день котика прооперировали. Ему отняли лапу и хвост, заодно и кастрировали. Ветуслуги для Рыжика были оплачены благодаря помощи наших подписчиков. Проведя сутки в стационаре, Рыжий поехал на домашнюю передержку. Он мужественно переносил все процедуры и долгий период восстановления. Благодаря усилиям куратора Рыжик пошел на поправку. На передержке котик освоил лоток и прекрасно поладил со всеми обитателями. Из дворового кота Рыжик превратился в спокойного, степенного домашнего питомца. Отсутствие лапки и хвоста никак не влияет на качество его жизни. Котик прекрасно передвигается, справляется с лотком и в целом не чувствует себя каким-то ограниченным в сравнении с другими кошками. У Рыжика прекрасный аппетит, он приучен к сухому корму, но и от кусочка филе не откажется в качестве дополнительного лакомства. У котика снова красивая шелковистая персиковая шубка, он мурчит на коленях и любит спать рядом с человеком. Он снова почти домашний, и только глаза выдают боль от предательства и пережитого кошмара в жизни этого замечательного рыжего котея.
Мы ищем самые добрые и надежные руки для этого мальчика с проживанием в квартире или доме.